Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня у нас видео из рубрики «Распаковка». Долгое время не было посылок, я не записывал видео. Плюс очень хорошо активизировалась сейчас купля-продажа банкнот. Действительно, люди пытаются инвестировать. Это отражается, к сожалению, на ценах. Тем не менее, давайте вернемся опять к разбору посылок, которые пришли. Я, пожалуйста, очень сильно попрошу вас подписаться на канал. Я вижу, что людям интересно, я вижу, что просмотры растут. Но, к сожалению, люди смотрят без подписки. Пожалуйста, подпишитесь. Я буду вам признателен. Итак, поехали. У нас 1 миллион лей. Банкнота не дешевая, банкнота порядка 30-40 евро в зависимости от состояния. Банкнота однозначно уходит в коллекцию. Вот, полюбуйтесь ею. Таких банкнот очень много в обороте, но найти в хорошем состоянии банкноту сложно. 500 форинтов, ничего примечательного, банкноты. Я уже в прошлых видео говорил о том, что данные банкноты я покупаю всегда. На них есть постоянный спрос. Если у вас есть 500 форинтов и 1000 форинтов этой серии, пишите мне на e-mail. Это 10 франков, как-то в видео я упомянул так обтекающе о том, что были территории оккупированы Францией, не колонии. Вот эти деньги с этих территорий, здесь пишется Саараленд. Я не знаю, что это такое, нужно будет еще в истории разобраться. Данные банкноты я коллекционирую. Эта банкнота конкретно уйдет в коллекцию из-за того, что серия А. То есть серия А для такой старой банкноты и в таком хорошем состоянии, это действительно находка. Дальше у нас 5 египетских пиастров, 5 копеечек. Их тоже банкнота в коллекцию, банкнота относительно редкая и банкнота очень-очень ценная. Банкноты, которые я говорю, в коллекцию интересные и ценные, я подразумеваю, что это имеет инвестиционный интерес. Данные 5 пиастров, 1 миллион лей, они имеют инвестиционный интерес. Вы покупаете их и держите. Если вам интересно, следите за тем, когда я какие банкноты в какой категории отношу. И можете тоже использовать эту информацию. 5 франков, центральная территория Африки, французские колонии, 42 год. Данные банкноты я коллекционирую уже погодово, несмотря на то, что цена в таком состоянии от 10 евро начинается. Тем не менее, эти банкноты я покупаю всегда. На эти банкноты есть стабильный спрос. Если у вас они есть, пишите. 10 шиллингов. Относительно недавно я наконец сумел обзавестись этой банкнотой в коллекцию. И вы знаете, мне повезло, я смог еще одну приобрести. Поэтому я сравню состояние. Нет, она целая, она не рваная. Я сравню состояние, и которая из них лучшее состояние, та пойдет в коллекцию. Ну, а остальная, другая пойдет в продажу. Банкнота тоже не из дешевых. Банкнота имеет инвестиционный интерес. Дальше, 5 рублей, если я не ошибаюсь, 1930 какого-то года. Я, к сожалению, не увижу сейчас год, чтобы прочитать. Конкретно данная банкнота чисто финансовый интерес. На такие банкноты есть спрос. Но если покупать с точки зрения инвестиций, нужно покупать в более хорошем качестве. И спокойно, абсолютно спокойно, 5 рублей СССР могут рассматриваться как инвестиция. Все зависит от цены, по которой вы ее купите, и состояния. Если вам удастся купить в хорошем состоянии и за цену 20-30% ниже рынка, который сейчас, однозначно ее нужно оставлять. Если эта банкнота стоит $12 или евро, и вы ее купили за 5, за 6, однозначно она вам погоды в вашей общей семейной экономике не сделает. Но то, что она будет через год-два в вашем состоянии стоить 20, вы сможете просить, это факт. Еще из интересных инвестиционных решений это марокканские франки. 5 франков. В данном состоянии она интересна с точки зрения коммерции. Естественно, если у вас нет в коллекции, то лучше ее покласть в коллекцию. И это будет интересное, достойное, недешевое приобретение.
Но если такую банкноту взять в более хорошем состоянии, скажем, евро за 15-20 найти в хорошем состоянии, тогда это уже серьезная инвестиция, потому что это Марокко до независимости, до всех этих дел, время, я имею в виду времена, там есть инвестиционный интерес. Дальше 1 паунд Англии, банкнота достаточно распространенная, конкретно данный экземпляр. Это имеет коммерческий интерес с точки зрения купить подешевле, продать подороже. Для себя в коллекцию я уже положил более качественный экземпляр. Из паундов этот имеет какую-то среднюю ценность и стоимость, потому что если взять ирландские паунды, даже такого же размера здесь с девочкой, то они уже намного дороже. Поэтому если вы паунды Великобритании или Королевства коллекционируете, то тогда вот этот период паунды и шиллинги вы сможете и коллекцию себе сделать, и относительно на нее не потратиться. Ребята, на этом все. Посылочку мы разобрали. С вами был Банкноты и Монеты канал. Подписывайтесь, пожалуйста, комментируйте. Мне очень приятно, что наши ряды пополняются. Нас становится больше. Всего хорошего, пока.